Всем привет! Сегодня готовим слоеные лепешки. В миску высыпаем 700 грамм просеянной муки, добавляем чайную ложку соли и столовую ложку сахара. Перемешиваем. А теперь в сухие ингредиенты вливаем пол-литра кипятка и замешиваем тесто. Сначала мешаем лопаткой или ложкой, так как вода очень горячая, а затем продолжаем работать руками. Лучше надеть перчатки, и тесто меньше будет липнуть к рукам, да и не будет сильно горячо. Вымешиваем тесто в миске до тех пор, пока не вмешается вся мука. А затем переходим работать на стол. Работаю с тестом я всегда на силиконовом коврике, это очень удобно. Муку больше не подсыпаем. Тесто должно быть мягким, немного прилипать к рукам. Не переживайте, это нормально. Главное, чтобы оно было однородно вымешано. Кладем тесто назад в миску, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. Затем стол присыпаем мукой. Разделяем тесто на две равные части. Посмотрите, насколько оно мягкое и эластичное. Теперь каждую часть делим еще на 4 кусочка. В итоге у нас получается 8 приблизительно равных частей. Каждый кусочек теста округляем и кладем на край стола. Накрываем пакетом или крышкой, чтобы тесто не заветривалось. Берем один шарик теста, приплющиваем его и раскатываем в очень тонкий пласт. В некоторых местах тесто может даже просвечиваться. Толщина должна быть 1-2 мм, не больше. По необходимости стол или коврик можно подпылять мукой, но немного. Главное, чтобы тесто осталось очень-очень мягкое. Вот такая толщина должна получиться в итоге. Теперь раскатанное тесто смазываем мягким сливочным маслом. Если вы эти лепешки будете готовить в пост, то можно вместо сливочного масла взять растительное. Тесто присыпаем слегка мукой. Затем на центр поочередно складываем два края теста. И снова смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Теперь друг на друга складываем два свободных края теста. Получается, пласт мы сворачиваем конвертиком, смазывая каждый слой сливочным маслом. Такую заготовку пока откладываем в сторону и раскатываем второй шарик теста. Еще раз повторюсь, что тесто нужно раскатывать максимально тонко. Чем тоньше вы раскатаете, тем больше у вас будет слоев, соответственно, и лепешка будет вкусней. Второй пласт тоже смазываем маслом, присыпаем слегка мукой. Помоги развитию моего канала. Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Мне будет очень приятно. И теперь на центр раскатанного второго пласта кладем подготовленный конвертик. Накрываем его с двух сторон тестом. Снова смазываем маслом, присыпаем слегка мукой и формируем квадрат. То же самое проделываем и с остальными 6 шариками теста. Вместо муки можно взять сахар, тогда лепешки получатся у вас сладкими. Мне нравится их есть вместо хлеба, поэтому делаю их без сахара. Вот такие толстенькие и очень мягкие лепешки должны у вас получиться. Всего их должно быть 4 штуки. Затем каждую лепешку раскатываем еще раз, чтобы она увеличилась в 2 раза. Посмотрите, какое слоистое тесто. Вот так выглядит окончательный вариант лепешки. Далее перекладываем такую заготовку на сковороду со сливочным маслом.
Накрываем крышкой и жарим на медленном огне до золотистого цвета. Затем лепешку переворачиваем и обжариваем ее с другой стороны, тоже под закрытой крышкой. На каждую сторону необходимо 5-7 минут. Готовые лепешки перекладываем на тарелку. И еще один важный момент, чтобы они были еще вкуснее и сливочней, каждую лепешку еще горячей смазываем сливочным маслом. Они получаются очень вкусными, мягкими, слоистыми. Я рекомендую их есть горячими. Они идеально подходят к любому первому блюду, к рыбе, мясу, а моя мама их любит есть со сладким чаем. Посмотрите, насколько лепешка мягкая, а когда ее разрываешь, видны те самые слои, очень тонкие и нежные. Внутри лепешка мягкая, а сверху хрустящая. Пробуйте приготовить и вы. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».